Всем привет из страны утренней свежести и Чучхе. Мы находимся в Пхеньяне. Во время вашего тура у нас в стране никаких неприятностей у нас не будет. Можно так сказать, да? Я обещаю вам, дома в России, конечно, хорошо, но в гостях в КНДР будет лучше. У нас в стране иностранные туристы, а после программы из отеля совсем не выходят. Только в сопровождении своих гидов. Все поняли, да? Сейчас это справа одни такие вот участники репетиции. Они готовятся к юбилею нашей партии. Будем отмечать 80-летие со дня основания нашей трудовой партии Кореи. Центральная площадь нашей страны. Это все репетирующие. И сейчас главное здание Корейского национального стиля, где портреты наших великих лидеров справа, да? Сколько их? Вот это Народный дворец учебы. Завтра у нас посещение будет. И снова здравствуй, монументальный отель Янгакдо. Название отеля переводится как «Остров Бараний Рог». Ну, потому что форма острова напоминает бараний рог. Все просто. Дорого-богато, роскошный холл, много пространства, воздуха. Корейский ресторан, китайский ресторан, пхеньянское казино, которое принадлежит китайцам. Но оно по-прежнему закрыто, как и год назад. Мы доехали до столицы. А тут, прямо в отеле, нам накрывают ужин для тех, кто хочет набрать вес. Вращайте барабан. Наступило утро, появился свет. Подсниму для вас небольшой рум-тур номера. Здесь все то же самое, что и год назад, только мой номер, он как бы в зеркальном отражении. За год ничего не поменялось. Все то же самое. Ну, разве что я здесь немножко устроила беспорядок. Ну и без любимой рубрики «Найди прослушку» в северокорейском номере я тоже вас не оставлю. Вот здесь куча проводов. Я в этом не разбираюсь, не знаю, что это, зачем, как. Ну вот они есть. И скрытых камер здесь нет. Поэтому, когда какие-то блогеры говорили, что якобы они нашли скрытую камеру, но ее не показали, я бы им не стала верить. Ну, потому что сама я камер никаких не нашла. Ох, как громко орут цикады. На нашем острове живут птиченьки, белая цапля и уточки. Мои окна выходили на восточную часть города, где сохранилось много одноэтажных зданий. А это западная часть города с небоскребами. Все уже почти позавтракали, а я только пришла. Мне принесли вкусняшки. А завтрак у нас проходит под патриотические песни. Но не корейские, а русские. Наш отель, можно сказать, исторический. Ему 30 лет. Отель проинспектировал лично товарищ Ким Чен Ир. Вот он в бильярдной, где мы играли. Один из номеров. Ресторан, крутящийся на 47 этаже. Ну и магазин со всякими товарами, сувенирами, который находится вот прямо здесь. А сейчас мы с вами прокатимся на панорамном лифте. 36-й. Погнали. Ух ты! Дух захватывает, уши закладывает. Вот такой у нас тут вид. 36-й. Школьники сидят под мостом. Такие жилые квартиры у нас в стране не продаются. Все это бесплатно мы получаем от государства. Но по традиции наши корейцы, они до своей свадьбы, мы только живем вместе со своими родителями. Только после новой семьи мы можем получить свои квартиры. Бесплатно, конечно. И поэтому у каждого района есть свой райком есть, и через этот райком мы можем получить свои квартиры после свадьбы. Если заслуженные люди, тогда сразу можно получить. Но если обычные люди, они примерно лучше есть, но не так долго, где-то 1 год, 2 года. Но у которого сразу вот тройни родились, да, тогда вот сразу. Там сразу. Да, сразу получаем Тройня. свои квартиры.
Так, все. Мотивация рожать тройню. Сейчас, да. Дорогу Сейчас чинят. вот это дети. Палаток больше стало. Палаток? Вот эти маленькие магазинчики, да. О, это цветы там продают. Ну, то есть это говорит о том, что мелкие, частные, средние бизнесы развиваются, да? Товарищи Ким Чен Ир и Ким Ир Сен. Она может. Идем в музей Ракран. Раннан, это какие века? Это с 3 века до нашей До эры, нашей эры? до 4 века нашей эры. До 4 века Значит, нашей эры. 700 лет существовало это государство. Государство. Оно на всей территории Корейского полуострова существовало? Южная часть, значит, во главе с Пхеньяном, провинция Южная Ханхе и провинция Северная Ханхе. Такая провинция. Все, поняла. Да, в основном. Снимать нельзя, но можно снимать восковые фигуры. Такие колодцы строились у жилых домов во времена государства Ранран. Охота на кабана. Воины, прям как из исторической дорамы. А это что-то на богатом. Тележка для успешных людей. Потом там делают, вот как и печи делали. Кузнец молодец. Здорово. Фотозона. Девочки с цветочками. Вот их снимают. Все, застеснялись. И еще одна красивая фотозона. Ну, прям как где-нибудь в Китае или в Южной Корее. Красивый прудик. Естественная газонокосилка. Самая эффективная. На нем, видимо, покататься можно. Он смотрит прямо на меня. Тир очень креативный. Предлагает пострелять по проклятым империалистам и по какому-то бородатому деду. Ну да, они американцев изображают в виде каких-то очень неприятных, Комических, хитрых да, там. животных. А тут просто птички. Птичек жалко, птички хорошие. Я чувствую вайбы южнокорейского города Кёнджу, где весь город вот в таких курганах. В Северной Корее подобные гробницы тоже есть. Как и в Южной Корее, здесь тоже можно арендовать костюм. Цены копеечные абсолютно. Ты не русская. Я не русская. Да. Мне корейцы говорят, что я в душе кореянка. Меня превратили в чосонскую красавицу. Корейцы молодцы. В музее истории они организовали еще аренду исторических костюмов и множество фотозон, а также всякие развлечения, например, стрельбу из лука, тир, прогулки на лошадях, и еще там где-то можно помацать пони. Хорошее место для семейного отдыха. Я прям чувствую южнокорейские вайбы. Очень похоже. Бояры не корейские. Корейские боярыни. Посмотри на них. Мы ходим, гуляем, светские беседы ведем. Да, начинаем махать в камеру. За мной пернатый символ страны – сорока. Из Чосона мы перемещаемся в современную Корею. Большое здание – это Министерство иностранных дел. Потом дальше это площадь. По-корейски написано «Великий Ким Ир Сен, Великий Ким Палаток Чен Ир всегда с стало нами». очень много. А сейчас это, вы угадаете, это что? Магазинчики, На что палаточки. похоже? Слева это Министерство образования и сельского хозяйства. Мы приехали в Народный дворец учебы. Отсюда виден монумент идеям Чучхе и холм Мансуде с гигантскими статуями вождей. Здесь хранится 30 миллионов томов, и вы можете найти нужную вам книгу через поисковую систему. Вводите то, что вам нужно, вам нужно на английском. Давайте поищем путешествие. О, прекрасно. Туберкулез в путешествии. Оп. Так, меня зовут. Мне пора. Люстры. А это эксклюзив. Столовая. Мне сразу показали на выход. Интуристов здесь не обслуживают. Читальный зал.
Портреты Кимов на месте. Люди учатся. Все книги в этом зале на корейском. Студентки готовятся к экзаменам, наверное. А туристы ходят и им мешают. Компьютеры. Что-то не работают. Это книгохранилище очень большое. Да. Это транспортируем. Книги приехали. Итак. Узбагойзя. Горький, Толстой, Анна Каренина. Ну, логично. Другой зал. Да, это тот же самый зал, в котором мы были в прошлом году. Он, видимо, единственный, где есть книги на русском. Разведение кроликов, собака, лошадь, эффективное кролиководство. Все о кроликов. Как ухаживать за коровой. 100 культовых тракторов. Секретная жизнь коров. Сельскохозяйственная тема. Животноводство. Хрюшки. Они учатся. Это, нечто вроде читального зала. Сейчас мы придем мешать. Русского языка не будет. В прошлую поездку мне повезло гораздо больше. Мы действительно попали на урок русского языка, где мне предложили выступить за кафедрой. А сейчас нет, мы не сможем посмотреть на урок, потому что вот только сегодня там проходит не русский, а обществознание. Музыкальный зал с лекциями по музыке. Национальные танцы. Ничего себе, музон поставили. Отсюда открывается фантастический вид на площадь Ким Ир Сена, но, к сожалению, на балкончик не пускают. Машин стало гораздо больше. Я вот год назад была, было меньше. Прям очень много машин теперь стало. Машин много появилось. Мы находимся в самом-самом центре Пхеньяна. Сзади меня круглое здание. Это Национальный театр. А вокруг меня небоскребы, небоскребы, небоскребы. Что мы здесь делаем и почему нас здесь высадили? Мы приехали на обед. Какая здесь подсветочка стильная. Ух ты! Так все торжественно. Стол с крутилкой снова. Салатик. Это сокоги или говядина. Это хлеб. Это тубу, или по-нашему тофу. Это салат из морепродуктов. Это блинчик жирный. Кунманду, жареные пельмени, чикен, цыпленок в кляре, кимчи и какие-то блинчики, из чего не поняла. Прошу прощения, но мукбанга не будет. Я очень голодная, хочу разделить этот момент только вот с самой собой. Настоящие гедонисты кушают, они снимают. Не успела я учавкать основные блюда, как нам принесли суп с минтаем. Это я, а сзади товарищ Ким присматривает, чтобы я никуда не метнулась с кабанчиком. А я могу. Что там за движуха? Все, товарищ Ким меня окликнул. Какие девушки в Корее! Корейцы на нас смотрят. 안녕하십니까? Народ так активно на мопедах катается. Популярный вид транспорта, и мопедов стало в разы больше, чем в прошлом году. Интересно, а вот эти товарищи обозначают конец локации для нас, интуристов?
Народ чинит брусчатку. Машина с желтым номером частная. Машина с синим номером государственная. Черные номера – это военные. Едем на главную площадь страны. И сейчас нынешняя площадь, здесь в общем 75 тысяч квадратов. И каждый праздник, встречая каждые государственные праздники, здесь проходят такие разные мероприятия государственные. И вот, например, военные парады, либо парады наших молодых людей с факелами, еще массовые танцы наших молодых людей. И такие государственные мероприятия здесь часто проходятся, встречая каждые государственные праздники. Площадь имени Ким Ир Сена. Именно здесь проводятся массовые танцы в честь государственных праздников. Салон свадебной фотографии. Сразу двери закрыли. Эх, а я хотела туда метнуться. Ну ладно, не судьба. Ну, в прошлый раз я эту площадь обошла. Попробую подснять для вас места, куда я еще не ходила. Например, на набережную реки Тэдонган. Сзади меня Народный дворец учебы, где мы были только что. Вот она площадь, красивая, с флагами. Надо перейти дорогу. Вы знаете, за этот год, что я не была в Пхеньяне, количество машин здесь очень сильно выросло, и нужно прям смотреть по сторонам, чтобы вас не сбили. Потому что по местным правилам дорожного движения приоритет всегда у транспорта, а не у пешехода. Это надо знать, это ваша безопасность. Выходим на реку. Прекрасная набережная с пионерами. Очень красиво. Они мне машут рукой. Товарищ Ким! Товарищ Ким! Давайте вместе, товарищ Ким! Там дети! Как здорово! А сюда нельзя? Сюда, оказывается, было нельзя. Ну, вроде это одна площадь. Я хотела выйти к реке, там попрохладнее, ветерок. Но вот, видите, оказывается, мне надо было гулять только по площади. Ну что, друзья мои, я сняла для вас небольшой эксклюзивчик запрещенный. Прошу поставить лайк за мои старания. Мне будет очень приятно. А если мне приятно, то и вам приятно. Больше классного эксклюзивного контента. Нам сказали в эти магазины не заходить. Магазин. Ну, не заходить, но снять-то можно. Все, мне кричат. Меня за мной уже тут присматривают. Глаз да глаз. В книжном магазине продаются еще сувениры. Я много чего накупила. И мне в подарок дали вот такую красивейшую сумку «Шопер» в корейском стиле. А я купила вышивку, открытки и журнал. Ребята тоже купили сувениры, но поменьше, чем я. И им дали не менее красивые сумочки. И самое главное, что они все разные. Дети идут и поют. Это просто белая река из детей. Впадает в пешеходный переход подземный. Вот это да. А что одни парни? А девушки где? А, нет, вот девушки есть. Аньон! Аньон! Как их много! Очень такие скромные люди, и они хотят показать себя только одни плюсы, не минусы. Поэтому я рекомендую
больше не снимать таких людей, которые занимаются физическим трудом. Так это плюс. Теперь вам понятно? Нет. Нет? Нет. Физический труд это хорошо. Это плюс? Да. Почему это плюс? Потому что это труд. Труд. Любой труд Благороден. это плюс. Я в выставочном зале творческого объединения Мансуде. Здесь много картин, керамики, статуй. Но это просто шик, блеск из перламутра. Счастливые дети, счастливые голуби. Все это можно купить. У нас в стране 6-дневка, только один день выходной, это воскресенье. 8 марта, как у всех странах, у нас тоже есть и такой женский международный праздник. Все такие корейские мужчины, одни такие трудоголики, они вообще после работы дома ничего не делают. Они просто сидят дома, только смотрят телевизор, не помогают, ничего не делают. Но только в этот день они должны встать рано утром, надо готовить для своих жен. Они дарят цветы своим женам, потом когда-то ходят в ресторан, там вместе кушаем, но таким образом отмечают этот праздник. Я ушла и заблудилась в цирке. Куда-то все делись внезапно. А музыка уже играет. А куда? Я потерялась. Иду. Раньше у них не было животных, теперь появились. В этом году другая программа, но шоу летающих мужиков, как всегда, выше всяких похвал. В прошлом году выступление было без животных, в этот раз они привели 2 бабуинов. Все-таки я предпочитаю цирки с людьми, потому что люди, они сами выбирают свою профессию, а животные нет. А тут контент. Что-то говорит матюгальник. Тут люди. Им показывают знаки. Это подготовка к празднованию основания партии 10 октября. Вот так заранее они и готовятся.
Ох. Оп. Да, они нам машут. Трудящиеся. Это впечатляет. Смотрите, какая... Не то что река, море из людей. У нас в стране бракосочетание, как в других странах, проводится либо по любви, либо по сватовству. По любви это вам понятно, да? Но если по сватовству, тогда вот родители, либо друзья, либо родственники, они рекомендуют партнера. И мы сначала слушаем про это какой человек, это какая женщина, все надо сначала слушать. Самый оптимальный возраст для женщины 25 лет, а для мужчины 27 лет. Потом, если нравится, тогда они встречаются в каком-то определенном месте. Вот, например, в Пхеньяне есть очень много парков, еще вот в ресторанах, либо вот на улице. Они встречаются и вот рассказывают, ну, поговорить надо сначала, и потом, Поговорить. если оба нравятся, тогда либо несколько дней, либо несколько месяцев они общаются. Потом про это мы обязательно говорим своим родителям. Только у нас в стране вместе с разрешением своих родителей у нас проводится бракосочетание. И родителям тоже нравится, тогда вот они назначают такой день обручения, и обычно эта церемония проводится в доме невесты. Обычно вот в пределах 1 месяца после этого обручения проходится вот эта свадьба, церемония. И эта церемония обычно проходит сейчас в ресторанах. В Пхеньяне очень много таких роскошных ресторанов, где специально проводится свадьба, и в этих ресторанах проходит вот эта церемония. Они вот это дарят новые пары, вот либо разные подарки, либо деньги. Сейчас популярный подарок, это, конечно, деньги дают. Обязательно на свадьбу вот это все люди, они угощают такие лапша в холодном бульоне, да, всех угощают. Потому что это как длинная лапша, долго-долго жить счастливо, в таком смысле обязательно угощает. Ну, поэтому между близкими людьми мы спрашиваем, когда у тебя свадьба? Вместо этого вопроса так часто задают, когда я могу попробовать твою лапшу. Мы тогда спрашиваем. Многие спросили меня, я пока не вышла замужем, и многие спросили меня, но я уже сказала, что оптимальный возраст женщины это 25 лет. Мне в этом году исполнится 31 год, и поэтому немножко поздно. Но если говорить про развод, ну, у нас в стране по закону, конечно, можно развестись, но это очень не принято. Проспект под названием «Будущее». Проспект Мира, та самая улица ученых. Кто там говорил, что дома там нежилые? Вот дядька высунулся. Я заметила, что на многих балконах есть какие-то цветы, пальмы, деревья. Это вот прям принято иметь дома комнатную растительность. Горшки с цветами, еще какая-то растительность. А у этих ребят целый сад. И даже есть большое алоэ. Сзади меня находится самое знаковое здание этой улицы. Жилой дом Инхан, что в переводе с корейского означает галактика. Но жилой он только по проекту. На самом деле никакой жизни я там не заметила. Ни комнатных растений, ни сушащегося белья. На первых этажах есть какие-то бизнесы, кафешки, но вот именно на балконах я ничего не увидела. А так здание очень-очень красивое. 55 этажей в нем. Ну, возможно, когда-нибудь его и заселят. А так пока оно только украшает улицу ученых Мире. Кстати, Мире – это в переводе с корейского означает «будущее». Зато остальные дома, которые были до этой башни, они жилые. Давайте я вам покажу поподробнее эту знаковую башню. Вот, видите, никого я здесь не вижу.
Красивый проспект. А с 2012 года внедрено 12-летнее всеобщее бесплатное обучение. Значит, это включает в себе годичное образование в детском саду и 5-летнее образование в начальной школе и 3-летнее полное образование в средней школе. Тогда всего получается 12-летнее всеобщее бесплатное образование. Но очень дешево, можно сказать, почти как даром. Ну, мы почти приехали в ресторан. Некоторые сувениры здесь неожиданные. Например, вот этот. Стоит $465. Ракета Хвассон. А представляете, если бы внутри был коньяк? Знаете, как вот раньше сабли дарили с коньяком, а тут ракета с коньяком. Удобно было бы. Это крышка, открутил и накатил. На ужин нас привели в роскошный ресторан. Здесь тоже есть свадебный стол. И нас почивают, ну, как будто мы на свадьбе. Правда, без холодной лапши. Гвоздь программы, за которого мы заплатили отдельную плату. $30 за вот это вот чудо. Что же там внутри? Та-дам! Это суп из целой курицы с жэньшэнем. И эта курица нашпигована всякими суперфудами, типа ягодами годжи, рисом, ну и самим жэньшэнем. Очень помогает при заболеваниях горла, легких. Ну, вообще, если вы заболели, этот суп лучшее, что можно придумать. По-корейски он так и называется – суп из курицы. Так-ком. Так – это курица, ком – это, ну, один из видов супа. Ребята, налетайте на курицу. Тут немножко подъели остальные блюда, но я все равно вам про них расскажу. Белый кимчи – это курица в кляре, это рыбка, яйцо, панчан, ну, хлеб вы и так узнаете, кунманду или жареные пельмени и еще курица. Ударим сегодня по курице. Мы с ребятами пошерили косты и купили на всех бутылку местного вина, виноградного. К сожалению, оно теплое, пришлось добавить немножко льда в бокалы. Ох, по аромату должно быть кислотное. Можно разделывать окончательно? Ну, примерно как и то, которое пробовала в прошлую поездку. В теплом виде пить невозможно. Со льдом более-менее сносно. Ну, чисто для того, чтобы закрыть ачивку, я пробовала северокорейское виноградное вино. Ваше здоровье. Ну, супчик из курицы нам налили. Попробуем бульончик. Ну, да, вот такой нейтральный вкусный бульончик для тех, кто болеет. Попробуем ножку. Получим за эти деньги. Ну, начинаю с риса. Нейтральный вкусный суп, но вкус жэньшэня не чувствуется. Тот суп, который мы ели в Кэсоне, был гораздо лучше. Там прям был вот такой тонкий-тонкий привкус жэньшэня и специй, а здесь он просто нейтральный. Доброе пхеньянское утро. Прекрасное волшебное утро. День обещает быть жарким. Далеко отошла от отеля. Товарищ Ким уже вышел проконтролировать ситуацию. Сегодня первым делом мы посетим православную церковь. Православная церковь. Здесь все как прежде. Внесли пожертвования, записочку за здравие написали. Беру свечечку. У нас в стране отпуск есть. Отпуск это у каждого человека 2 недели, 14 дней.
Нас привезли в этот небольшой парк с фонтанчиками. Но у нас тут такая большая неприятность произошла. Нашему товарищу Киму стало очень-очень плохо. Его скрутило гримасой боли. Сильно болит живот. Я боюсь, что это что-то очень-очень серьезное. Сразу напрягла гида. Сказала, скорее машину, иначе мы просто его потеряем. Все, машина очень быстро приехала. Отправили нашего товарища Кима в больницу. Надеюсь, с ним все будет хорошо. И нам прислали нового товарища, товарищ Пак. Не? Товарищ Пак стесняется. Очередь за цветами для возложения статуям вождей. Так выглядит букетик. Хоть я вижу их второй раз, но все равно масштабы впечатляют. Интересное ощущение оказаться здесь снова спустя год. Нам напомнили правила поведения в этом самом священном месте для корейского народа. Во-первых, нельзя носить очки, шапки, кепки. Вы должны быть в приличной одежде. Фотографируемся с серьезным лицом, руки по швам, по стойке смирно. И также, как и в церкви, поскольку это место священное, здесь нельзя прыгать, бегать и громко смеяться. И самое важное правило – вожди должны быть сфотографированы только в анфас, спереди и в полный рост. Нельзя их обрезать на фото. И еще нельзя делать селфи. Все очень строго. Таковы правила, а мы здесь гости, и мы должны эти правила уважать. В этот раз здесь мало свадебных церемоний, но одну мы с вами сейчас увидим. Идет невеста-красотка, молоденькая, хорошенькая, в таком ярко-винном чосоноте. Чосонот, напомню, это национальный корейский костюм в Северной Корее. В Южной его называют ханбок. Операторы тоже красавчики. Так, а кто тут жених? Тоже молоденький. Ой, милашки. Это пхеньянцы. Видно, что у них все хорошо. Нас привезли на сопку Моран. Здесь же находится памятник павшим советским воинам. А рядом, оказывается, есть концертный зал. И сейчас там играет живая музыка. Ой, какой вокал! У меня аж мурашки. Хорошая идея. Монумент представляет собой 30-метровую гранитную стелу с пятиконечной красной звездой на вершине. Это дань уважения нашим павшим советским воинам, которые в 1945 году помогали освобождать Корею от японских захватчиков. Поднялись на стелу. Такая движуха со всех сторон. Там статуи Кимов. Здесь концерт живой музыки. На другой стороне реки Тэдонган идет репетиция парада. И слышно, как ведущий командует в матюгальник. Раз, два, три. Опа! Они поменяли цвета. Были все розовые, а теперь красно-зеленые. И вот белая колонна двинулась куда-то вперед. Едем в Музей Победы мимо элитного квартала Кёнру с видом на набережную. И, разумеется, жилье здесь могут получить только заслуженные люди. Например, в 2022 году Ким Чен Ын подарил знаменитой телеведущей роскошную квартиру. Гостиница Мы почти приехали в музей военный. Музей Победы в Великой освободительной войне. Открытый участок Мемориал Победы здесь построен в 1993 году по случаю 40-летия Дня Победы. День Победы 27 июля 1953 года. Факсимиле товарища
Ким Ир Сена говорится о том, что вечно будет прославляться героические подвиги Корейской народной армии народа, победившей империалистской коалиции. На обоих сторонах открыты павильоны. На левой стороне выставлены отличительные вооружения техники во время войны 50-53, включая МиГ-15, Т-34, трофейные техники, включая американскую и Великобританию. Сделав память павших участников, на фоне государственного флага Красной Звезды выделена надпись «Бессмертный великий дух и заслуга павших патриотов Корейской народной армии, проявивших беспримерный героизм и самоотверженность в ожесточенной отечественной освободительной войны против американских вооруженных агрессоров». Да, здесь реконструкция блиндажей. Идем по блиндажам. Мы видим каждый день. Сейчас в России более 13 тысяч машин разных видов, включая джип американская, захваченная во время освобождения Сеула. Мы на 4-й день освободили столицу врага. Также 3 квартир во время вторичного освобождения Сеула. Также ГМЦ, Интернационал, Тойота, из Кореи. В основном здесь американские выставлены, которые использованы во Второй мировой войне и в Корейской войне. Гаубица 105. Амфибия ДАК. Вот это амфибия. Сбиты более 3000 танков. М4А3, М24 и так далее. За время войны уничтожено сбиты и подбиты более 12 тысяч самолетов, включая АД-4, палубный самолет американского морского флота, участвовал в сбит в 1952 году, когда сбрасывал бактериологические бомбы. Во время войны, нарушив нормы международного права, не использовали бактериологические и химические бомбы. Бактериологические бомбы зараженные насекомые 34 видов. Комары, мухи, пауки, брюшного тифа, холеры и так далее. Бомбочки. Брошенных семьян 428 тысяч с лишним бомб. Если посчитать весом, более 500 тысяч тонн. Да. На одного человека было больше одной бомбы. Это у них такой знак. У них, да? Это часто, да. Пока шли, нам рассказывали разные истории и задали вопрос, почему флаг, собственно, в форме звезды. Думали, что звезда это к нам относится, либо скорее к Корее, а она американская. Вот история про флаги у всех сил ВВС, он отличается от обычного флага, потому что его должно быть видно в воздухе в любом состоянии, четко определить страну. А большинство флагов это какие-то триколоры, если их перевернуть, их не видно. Поэтому Другая страна да, уже получится. это будет другая страна, поэтому все флаги ВВС и значки опознавания, они выглядят совершенно по-другому. Нужен знак, который в любом положении Да, будет одинаково будет идентифицироваться. одинаково выглядит. Тот же самый ответ флаг Германии во время Великой Отечественной войны, он также с любой стороны виден, это крест. Хотя самый официальный флаг Германии в тот момент был совершенно другой. Американский шпионский корабль «Пуэбла» задержан моряками Народной армии 23 января 1958 года. Корабль был сооружен в 1944-м, был использован для перевозки грузов сухопутных сил США, в 1966-м американский уже шпионский. На носу корабля написано по-английски «Чи и Ацу», что переводится означает «гражданское океанографическое судно 2». Замысловавшись гражданское судно направили в территориальные воды КНДР, занимались разведкой. Задача экипажа была такова – уточнить военные объекты на побережье КНДР, установку радиолокационной сети, а также состояние передвижения морского флота армии. Чтобы выполнить задачу, Пуэбла покинул японский порт Сасиба 11 января 1968 года. Пользуясь непогодой, приблизились в территориальные воды КНДР, находились в 7,60 морских милях от острова Йо. Дозорный корабль обнаружил Пуэбла и послали сигнал для уточнения гражданства и цели вторжения. Тогда они назад прислали сигнал, что они сейчас изучают, то есть измеряют водный канал. Хотели уплыть, поэтому для уточнения на 2 торпедных катерах приблизились к кораблю. Вот тогда они начали стрелять пулеметами 12-7. Есть на носу корабля вот пулемет, еще на корме. Исследовательский корабль с пулеметами. Прям такой исследовательский. Да. Кружили и стрельбой с корабля остановили его сопротивление. Извинительный акт со стороны правительства США прислали только через 11 месяцев. Нам повезло в этот раз. Я попаду на этот корабль. USA. Вот так. Здесь камбус. К двери стоит машина для чая, для льда и для мороженого. Столовая для сержантов-матросов. Они ели по 20 человек. Кают-компания. 6 офицеров. Личное признание. Ксерокопия. Хорошее такое признание. Капитанская каюта. Тогда мы открыли
После окон для снарядов Аптечка. взорвались 3 наших снаряда, осколки снарядов. Здесь в арсенале, то есть оружейный склад. Сохранялись 10 карабинов, Следы. несколько оружий. Здесь были заоружены 4 шпиона, из них 1 был убит из-за наших снарядов, 3 были ранены. У корабля испанское название. Мгм. Пуэбло. Народ. означает. Ну, народ или небольшой город. Да, небольшой город есть такой, где обнаружено нами находились 760 морских милях. Дозорный корабль обнаружил Пуэбло, послали сигнал, на дней назад прислали. На 2 торпедных катерах мы приблизились к кораблю, а тогда они начали стрелять пулеметами 12-7. Сначала в корабль поднялись 7 штурмовиков. Из них в середине фотографии работает сейчас экскурсоводом этого музея 85 лет. Ух ты. Да, на первом. Вот в самой середине. Да. Гид. Он теперь гид. Но передайте ему привет от нашей Конечно. группы. Здоровья. И здоровья. Главное здоровье. О, это форма. Пуэбло. Центр информационного расследования, можно назвать сердцем этого корабля. Здесь работали 24 шпиона специальное обучение ЦРУ США, Центральное разведывательное управление. Через эти приборы, через эти Хитрая комнаты для шпионская шифрования, техника. шифровательная машина, шифровальная. Отправили в штаб. Я похожее видела в музее воссоединения в Хошимине. Тоже там похожая техника была. Я, правда, в этом не разбираюсь. Для меня все это выглядит одинаково. Но все доказательства, то, что изъято во время задержания, заставили шпиона признаться. 11 месяцев держали в специальном помещении. Вот они голосуют за то, чтобы отправить правительству КНД за гуманитарное оказание. Потом их судили. Капитан представлял свой экипаж. Это сержантов. О, по 3 человека, да? Или там дальше? А, нет, больше. 6 человек помещается в этой каюте. Каюта. Так, библиотека корабельная. Океаны. Какой-то альманах 1967 года. Каюта матросов. Гальон. Каюта матросов. Гальон. Каюта матроса. Кислородные баллоны? Мгм. Для погружения. Я на носу. Как в «Титанике». Изначально экипаж судна позиционировал себя как исследователи, исследуют глубину моря, но, видимо, на всякий случай на носу они держали пулеметы. И экипаж судна состоял из больше, чем 80 человек. Как-то многовато для такого небольшого корабля, как думаете? Вечер более красиво. Посвечивается, тогда более красиво здесь. Оно и так Успели красиво. снимать? Да. Ой, как Поблагодари здорово. водителя. Спасибо. Да, да. Не зря я ему подарок сегодня подарила. Людей на улицах достаточно много. Сейчас суббота. Рабочий день. В Корее шестидневка. Мы с тобой осмотрелись. Рубашки от фирмы Poyos. Не маленький такой сувенирный магазин. В прошлом году я вот такую футболку мужу купила. Хорошего качества, дышащая. Ему понравилось. Обед с крабами, мяском, жоревом в кляре и пельменями мульманду или вареными пельменями. Лапшичка. Принесли бибимпап. Его надо вот так раздеребанить. По желанию залить бульоном, но я предпочитаю бульончик пить отдельно. Мукбанга не будет. Вы уж простите, мы дико устали. Да, пхеньянцы прям пересели с велосипедов на электромопеды. Палатки с мороженкой, пинсу. Еще тут палаточки. Да много вот этой торговли. Ларьки, да. Выходим из автобуса. Какой-то товарищ нас встретил с билетами. Второй товарищ за порядком следит. Мы заходим. И еще третий товарищ тоже смотрит, чтобы мы не свернули куда не надо. Заходим в метро. Товарищи трудящиеся. В
прошлый раз мы заходили на другой станции, и там прям была толпа, сейчас не сильно много людей. Ну, это суббота, середина рабочего дня. Трудящиеся товарищи. Аньон хачимника! Аньон хачимника! О! А метро очень глубокое. Как и у нас в Москве, это режимный объект. И на случай ядерной войны оно может служить бомбоубежищем. Одно из самых глубоких метро в мире, это точно. А вот теперь много людей. Будка с оператором. Ребята читают газету. Ну или делают вид, что читают. Да, делают вид, что читают. Подглядывают за нами. Поезд идет. Старый ГДРовский поезд. Да. Да, я прям вижу, нас взяли в периметр, и мы здесь не одни. Никому не удастся метнуться кабанчиком и уехать куда-то не туда. Мозаика с товарищем Ким Ир Сеном и рабочими. Мы заходим в старый вагон, который открывается вручную. Настоящий олдскул. Раньше здесь были портреты Кимов, но их убрали. Так, а похоже, простые люди с нами не поедут. Мы и товарищи, несколько товарищей. Корейцы в другом вагоне едут. Посмотрим, сейчас зайдут люди в поезд к иностранцам. О, зашли. Люди зашли в наш поезд. Классные люди. Аня, подъем, наша станция. Аня, подъем. Выходим. Что, да? Наша, выходим. Все. Мы приехали на станцию Кэсон, и нас встречает товарищ Ким Ир Сен. Пацаны вообще, ребята. Hello. Стесняшки. С виду такие дерзкие, а когда улыбаешь, сразу начинают стесняться. Теперь я за вами слежу. Ха-ха-ха-ха. Выбираемся наружу. Красивая станция Кэсон. В переводе с корейского означает «триумф». А почему триумф? Потому что здесь находится самая высокая триумфальная арка в мире. И сегодня мы на нее поднимемся прямо на самый верх. Выходим из станции «Триумф». И что мы видим? Триумфальную арку. О, палатки, которые я осматривала в прошлый раз, закрыты.
Вот, открыта только одна. Это подземный пешеходный переход. Тоже первый раз мы в него спускаемся. Рядом с аркой находится стадион и телевизионная башня. Поднялись на лифте, а тут нас ждал вот такой красивый зал. На стене огромная картина с горой Пэктусан, сувениры. И сейчас мы посмотрим фильм. Фотографии с кимами, всеми тремя. Хотела посмотреть, какого бренда вот этот кондиционер, а все бренды заклеены. Точно так же с телевизорами и другой техникой. Мы поднялись на площадку. Ух ты, какие виды! Вау! А там какой-то типа рынок, торговые ряды с вкусняшками. Бизнес идет. В этой арке 25 500 гранитных блоков по числу дней жизни товарища Ким Ир Сена. Высота самой арки 60 метров, ширина 50. Парк развлечений отсюда виден. Скорее всего, завтра заработает, завтра воскресенье. Красоту я вам подсняла, а теперь давайте посмотрим на дома. Занавесочки, цветочки. Горшки. У кого-то даже кондиционеры есть. Кто-то завалил балкон. Белье сушат. Еще один дом. Жилой. Кондиционеры стоят. Солнечные панели. А соседний, он еще строится. Там даже окон нет. Женщина что-то покупает в ларьке. Да, обычная такая городская жизнь. Ничего особенного. Пионеров построят и будут снимать. Окей. Нас привезли в самый большой сувенирный магазин, и он по ценам реально лучший. Футболку мужскую, которую я видела в другом магазине, за $65, здесь стоит 15. Рекомендую закупаться вот здесь. Тут продается одежда в северокорейском стиле. Продавцов очень много, товара тоже. Можно взять, вообще подарки всем. Даже вот такого петуха бесявому начальнику. Какая здесь роскошная вышивка продается. Вот эта огромная картина стоит $550. Все ручная работа. Саша, надо брать. Вот здесь мы увидели очень много произведений искусств. И моему другу понравилась та, которая за $550. Я торговалась как не в себя. В итоге $50 скинули. И я взяла себе картину поменьше, потому что большую картину мне просто некуда вешать. Начальная цена была $230. Сторговались до 200. Ракеты, Хвасон и спутник. Ох, я бы купила еще эту вазу, но мне некуда. Есть еще Лего и портрет какого-то китайца и Ларисы Долиной. Почему бы не взять портрет Ларисы Долиной? Он будет радовать вас каждый день. Кто-то на картах. Чилят, ребята. Лавочек нет. Ребенок моет руки в луже. Такая милая зарисовка из местной жизни. А то мне там комментаторы писали, а где дети? Не видно мамочек с детьми. Вот, мамочки с детьми. Фантастика. Гостиница «Регион». Суббота, вечер. Трудящиеся идут домой. Великолепный музей метро, но снимать внутри нельзя.
Жилой дом рядом с музеем метро. Он как сад. Все балконы с цветами. Мне так это нравится. Везде зелень. Очень здорово. Разрешили снимать в одном зале с диорамой, но без лидеров товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Они там наверху стоят. 700 лиц здесь изображено. В прошлый раз я уверена была, что это макет, но на самом деле это рисунок. Просто поставили 2 лампочки. А это бухта электрическая, другая. Тоже рисунок. Здесь, да, Это макетик. это макет, это тоже макет. А вот там дальше диорама. Это супер реалистичная диорама. Даже протекающая вода есть. Еще один зал, где меня очень впечатлила реалистичность декораций. Это не вода на самом деле, это не мокрая, это лак. Лужа тоже она сделана не из воды, а из лака. И вот тут дальше есть вода с соляными разводами. Это тоже все декорации. Это сделано мастерами творческого объединения Мансуде. Книга отзывов. И вот мой отзыв, который я оставила год назад. Спасибо за интереснейшую экскурсию и яркие впечатления. О таких музеях должен знать весь мир. 15.09.2024. Вы знаете, Корея-то все больше и больше открывается для туристов. Если год назад вообще ни в каких залах нельзя было снимать, то тут мне разрешили снять в 2 залах. Глядишь, и скоро во всех музеях можно будет вести съемку и рассказывать о таких местах всему миру. Сейчас слева это первый вуз в истории нашей страны, самым большим, самым престижным университетом у нас в стране. Университет имени Ким Ир Сена, голубенькое здание. Невысокие, но там большая территория, много зданий. В этом году мы будем отмечать юбилей нашей партии, поэтому именно на этом стадионе будем проходить вот это выступление, где выступает более 100 тысяч людей. Такие маленькие дети тоже выступают. Сейчас слева это стадион 1 мая. Про то, что я уже рассказала только что. Самый большой в мире. Это стадион в мае 1989 года. А сколько людей вмещает он? 150 тысяч. 150 тысяч. Да, справа это парк аттракционов. А, смотрите, он. О, он работает. Сейчас они когда вот все собирались в костюмах национальных, Да. Вот именно в этом году. Вот здесь проходится вот это выступление. Да, 10 октября. Есть. Это Мусорский аквапарк. Там внутри есть и закрытие, и открытие аквапарка тоже есть. Давайте Ну, туда щас у нас, поедем. да. Давайте в аквапарк. Я так угадала. Что мы это скажем? Да. Поэтому мы туда не поедем. Жарко, да, сейчас самый сезон, и там очень много нашего народа. Я думаю, сейчас такие кадры закадрируем, планы запланируем. Салон красоты настоящий. Да, товарищ говорит, как всегда, как всегда. Пойдем, зайдем. О, ну, Окей. о. Нельзя? Это миф, что есть какие-то утвержденные партии прически. Данный плакат – это просто пример, куда можно показать. Вот сделайте мне, пожалуйста, как у этой девушки. И все, тебе не нужно ничего объяснять. Все легко. Барбершоп. Меня зовут. Я хочу мужа также вот привезти. Нам принесли фирменное пхеньянское блюдо – пхеньянский рэнмён. Или, как южнокорейцы назвали бы его, нэнмён. Как его едят?
Нам положили гречневую лапшу, она такая вот темная, разные ингредиенты вроде дайкона и острый соус. И нужно тщательно все это дело размешать. Все, вроде замешали, нормально. Вот такая у нас лапша получается. Очень вкусно. Соус, который мы с вами размешали в супе, он добавляет вот эту пикантность, приятную остринку. И вот сейчас у меня немножко горит язык. Я обожаю это чувство. Блин, там же два вождя портрета, смотри, они прям подсвечены в ночи. Вот они, кимы. Вот это Комсомольский дворец солнца, где сохраняются саркофаги с целыми наших великих лидеров. И туристов туда сейчас не возят. Тогда почему называется Комсомольским дворцом солнца? Потому что это наши корейцы считают великого Ким Ир Сена как солнце 20 века, а великого Ким Чен Ира как солнце 21 века. Поэтому называется Комсомольским дворцом солнца. Я очень плохо пою, но я не умею ваши петь песни, но для вас буду петь вот эти грустные песни Арига. Арида, Арида, Арарио, Арида, Хокеиро, 넘어간다 저기 조산이 백두산이 나지 덩지 솥다리도 꽃만 핀다. Спасибо вам за внимание. Браво! Шлюз на реке Тедон. Мощь воды какая. Гробница короля Тангуна. Тангун является основателем государства Чосон, древнего Чосона. Сейчас Северная Корея, она тоже называется Чосон, но это новый Чосон. 289 ступеней, а вдоль ступеней государственные чиновники короля Тангуна. Снаружи снимать можно, а внутри уже нельзя. Это традиция. Вышли из гробницы. Внутри там два саркофага с останками самого короля Тангуна, а также его супруги. И нам рассказали, что ученые с помощью радиоуглеродного анализа выяснили, что возраст этих останков более 5000 лет. Я видела, с каким уважением наши гиды относятся к этому королю. Они ему поклонились, оставили пожертвования и отдали честь. Мы приехали в Кандонское тепличное хозяйство. Как всегда, поразительный масштаб. Теплицы уходят за горизонт. Персонал передвигается на велосипедах, потому что иначе можно идти целую вечность. Из Пхеньяна на работу сюда особо не поездишь, поэтому рядом с тепличным комплексом построили целый город для персонала. Школы, больницы, магазины, рестораны, все здесь есть. Ну, что поделать. Теплицами управляют при помощи компьютера. Оператор, который сидит за пультом управления теплицей. Все автоматизировано. Ну нет, далеко не все. По 3 человека заходим в специальную комнатку, где будет проходить дезинфекция. Санитарная обработка происходит. На нас подули.
Это было волнительно. Ух ты! Огромные крутилки. Здесь используется гидропоника. Какие культуры здесь выращивают? Здесь выращивают сельдерей, рапсы, еще вот салатики, лук душистый, такие разные овощи. Это выращивают сельдерей. Вот маленький человек и большие крутилки со всякими разными овощами и зеленушками. Здесь выращивают огурчики. Зашли в теплицу. Справа растут огурчики, слева растут арбузики. Маленький такой, хорошенький. Арбузики не должны висеть, арбузики должны лежать. А где теплица заканчивается? Я все иду. Не дали дойти до конца теплицы. Сказали идти назад. Вот как всегда, подгоняют. Саше в знак признательности подарили огурец. Давайте попробуем его. Вкусный, не горький. Ты попробовала? Офигенный огурец. Купола, но не золотые. Заходим в купол. Высоченные стеллажи. Здесь работает техника. Шестеренки крутятся, грядки поднимаются и опускаются, чтобы все растения получили одинаковое количество солнца. Меня настолько впечатлило это тепличное хозяйство своими масштабами, что я решила написать об этом отзыв. А в этом здании, где я писала отзыв, был сам Ким Чен Ын с дочкой. Коровы. Собака Фунсан. И эта собака является государственной собакой у нас в стране. И вы не думайте, что это из этого мы не делаем суп собаки, не делаем. Да. Это символ нашей страны. Очень охотничья собака. Охотничья собака и умница. А когда мы сюда ехали, она что пела и зачем? Мы пришли на обед в дипломатический клуб. Столько кабинетов. Читальный зал. Нас посадили возле окна с видом на бассейн. В воскресенье люди отдыхают, а в соседнем зале атмосфера Чимчильбана. Людям выдали пижамки одинаковые, и вот они отдыхают, а потом пойдут в бассейн. О, корейский зал. 안녕하십니까? Здорово, ну реально, как Чимчильбан. О, крошка. Привет, крошка. Все, застеснялась. О, тут у нас приятный такой балкончик. Люди отдыхают. О, последний экскурсионный день. Мы дичайше усталые. Приехали к монументу идей Чучхе. Вместе с нами сюда еще приехали корейцы. Тоже туристическая группа. Он огромный, он впечатляет. Высота этого монумента составляет 170 метров. Там находится смотровая площадка на высоте 150 метров. И над площадкой еще факел 20-метровый. Под мудрым руководством нашей партии наш народ построил этот момент за 2 года, чтобы передавать из поколения в поколение заслуги товарища Ким Ир Сена, который создал бессмертный идею Чучхе. На сегодняшний день это самая высокая смотровая площадка Пхеньяна. Снимать здесь по-прежнему нельзя, но я
Пока гиды не видят, для вас подсниму панорамы. Домики все разноцветные. Есть и одноэтажные, старые. Похожи на китайские хутуны. Наша гостиница Янгакдо на отдельном острове. Река Тэдон, площадь имени Ким Ир Сена. Гостиница Рюгён, недостроенная. Самое высокое здание в Пхеньяне. Там, где находится площадь имени Ким Ир Сена, это западный берег реки Тэдонган. И он более развитый. Тут больше современных зданий, небоскребов, чем на восточном берегу. И на восточном берегу тоже есть многоквартирные дома высокие, но их поменьше. И много осталось одноэтажного жилья. Оказывается, на башне идеи Чучхе были не только мы, но и певец-шаман, который выступал здесь перед Ким Чен Ыном. С поздравлением! Я очень счастлива, что к нам вернулся товарищ Ким, что с ним все в порядке. Просто вот от переутомления у него начались проблемы с желудком. А почему они так переутомляются? Да потому что начальство их гоняет без выходных от одной тургруппы к другой. Просто какая-то патагонка. Мне очень, ребят, жалко. Ну, потому что невозможно работать без выходных и при этом не иметь последствий неприятных по здоровью. Мы посетили сувенирный магазин. Сейчас стоим за забором, снимаем обычную уличную жизнь. Нормальные машинки. Цветочный киоск. Их очень много по городу раскидано. Кто там говорил, что очки запрещены в Северной Корее? Солнечные, я имею в виду. Народ спокойно ходит в солнечных очках. Ничего не запрещено. Никакой сенсации. Просто жизнь обыкновенная. Как их много! Целое море детей. Вау! Они в форме цветов, по-моему, стоят. Жаль, с дрона нельзя снять. Приехали к пивнушке. О, привет туристам! Ну вот это вот странно. Сегодня воскресенье, а кроме нас в пивнушке больше никого. А нет, корейцы здесь есть. Бильярд. Можно поиграть. Давайте поснимем с вами зал другой. Ух ты, красивый, с баром. Люди сидят здесь, успешные пхеньянцы. Вот это круть. Кружки будут ледяные, они охлаждаются в специальном холодильнике. Импортное пиво тоже имеется. Линдеманс. $3,6. Еще один Линдеманс 3,8.
Трапест 4,2 доллара. Я смотрю, корейцы любят ударить по бельгийскому пиву. А такие штуки в студенческие времена мы называли мечтой идиота. Когда тебе приносили вот такую бадью с пивом, там на 3 литра, на 5 литров. И все они в таком интересном дизайне. Меню, цены в долларах. Кухня европейская. Здесь есть хамон. Сосисоны. Ребрышки. Это гусь, а это утка. Недавно проходила новость, что якобы в Северной Корее запретили хот-доги. Нет, ничего не запрещено. Хот-доги стоят здесь 6 долларов. Ага, и дальше у нас пошла традиционная корейская кухня. Фрукты, напитки. А это страница с пивом. Все виды тэдонгангского пива. 8 сортов. Мы заказали по сету из всех 8 сортов. Нам дадут 8 стаканчиков по 250 миллилитров. И такой набор стоит 10 долларов. А если покупать пол-литровую кружку, то она стоит 3 доллара. Пришли наши сеты. Подведем итоги. У меня тут получилось 2 фаворита. Это сорт номер 1, 4% алкоголя. Оно самое-самое ароматное. И сорт номер 8, низкокалорийное. Оно тоже ароматное. Темные сорта, они пахнут жженым сахаром. Мне как-то они не особо зашли, если честно. Ребята тут на закуску заказали жареных пельмешек. Очень вкусно. Принесли салатик из морепродуктов. Здесь у нас осьминог и креветочка. Попробуем. Свежая, вкусная. На мой взгляд, несколько пересолено, но все морепродукты очень свежие. Отлично. Добавим лимончик. Знаете, а вот еда, которую мы заказывали отдельно за свои деньги, она как-то вкуснее, чем та, которая уже входит в наш тур. Почему-то туриста кормят большим количеством блюд в кляре. Хочется, чтобы было больше вот таких блюд. Легких, нежаренных и без кляра. Саня попросил бельгийское пиво. Попросили другой бокал, чтобы не узкий был для бельгийского пива, а широкий. Они принесли вот этот аквариум здоровый. Другой. Как такой, только маленький. Чагын и руке чагын. Да, вот такой. Ну, в него пиво налить. Здесь есть 5-литровые бокалы Хугардена. Он больше моей головы. Музыка в баре патриотическая. И на этой веселой ноте мы заканчиваем пивной экспириенс и едем в корейское барбекю. О, тут корейцы появились больше, но все равно немного. В светлое время суток я этот новый район не видела. Очень симпатично. Дома вполне себе жилые. Цветник на балконах. Магазин, а над ним транслируют какие-то новости. Продают пинсу. Это корейское мороженое. Народ охлаждается, точит пинсу.
Похоже на уличные щектаны в Южной Корее. Этот новый район называется Хвасон, как ракета Хвасон. В переводе с корейского это означает Марс. Зелень, зелень, зелень. Красиво. Да. Мне очень нравится этот район. Речка. Благополучный Пхеньянский район. Мы приехали в ресторан корейского барбекю. Это наш финальный ужин. На столе салатики и 2 вида мяса. Утка и баранина. Начинаем жарить. Жарит нам красивая девушка. Еще мясо нам положили. Ну, корейское барбекю, оно и в Африке, корейское барбекю, всегда очень вкусно. Великолепный маринад, пряный, немножко острый. И вот эта уточка выше всяких похвал. С пылу, с жару, горячая, вкусная. Чистый гедонизм. Пхеньянский рэнмён. Мы были на 2-м этаже, где иностранцы, а вот корейцы сидят здесь. У них что-то вроде кабинок. И есть вытяжка над каждой жаровней. Я прям чувствую сеульские вайбы. Здесь тоже сидят корейцы, едят корейское барбекю. О, товарищ Ким нас ждет. Это наш стол блогерский. Все, мы все опустошили. Было очень вкусно, очень. 맛있습니다. О, правда работает? Ну-ка. Так, сейчас нальем пиво. О, да, работает. Классно. Это вход в ресторан. Вот вы заходите, и сразу вас встречает пиво разливное. Товарищ Ким, пойдем, подышим воздухом. Пора в отель. Надеюсь, завтра наши корейские товарищи спокойно отпустят нас в освояси. Без отсмотра отснятого материала. Наше последнее утро в Пхеньяне. Город еще спит. Я сижу в автобусе. Скоро мы поедем в аэропорт и сядем на самолет обратно до Владивостока. Понедельник. Кто-то не спеша идет на работу. Кто-то приводит в порядок город. Такая идеальная чистота достигается тем, что очень-очень много людей подметают, стригут газоны, чинят дорожки, чинят плитку. Все выглядит очень красиво и аккуратно. Вот думала, чем же Пхеньян отличается от других столиц. Здесь нет вот этой столичной суеты. Люди ходят спокойно, кажется, как будто они никуда не спешат, живут свою скромную, размеренную жизнь.
Очень мило. Да здравствует свобода! У меня есть интернет! Бесплатный, постоянный! Так, ходим строем, не отстаем. Ходим строем, не отстаем, да. Во Владивостоке, к сожалению, дождик, но запах свободы — это всегда приятно. Хотя я буду очень скучать по товарищу Киму и товарищу Ли. Да? Ты будешь скучать? Конечно. По нашим товарищам? То, чего боится каждый блогер и журналист, не случилось. У нас никто не проверял отснятый материал. Мы все, что сняли, все благополучно вывезли. Ставьте лайк, если понравилось видео.